Хайырлы күн, достарыбыз. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в гостях у уважаемого человека. Мы в гостях в Татарстане и встретили удивительного человека. Попрошу вас поподробнее представиться, а потом я скажу пару слов о том впечатлении, которое на меня произвел этот человек. Меня зовут Глякберов Ринат. Я аш-астазы, повар. С детства люблю готовить. Ну и самое главное, что для меня самое главное в этой, значит, кулинарии, это татарская кухня. Со школьной скамьи у меня на столе настольная книга была Ильнуса Ахмедзядовой. И дальнейшая моя судьба уже была связана с татарской кухней. Хочу называть его, ну вот сказал про себя по-татарски, не все поняли, аш-астазы. Это повар-мастер, во-первых. Но я бы сказал, что это повар-новатор, повар-исследователь, повар-историк. Очень грамотный, умный, думающий человек. Давайте, хватит хвалить друг друга. Да. Сегодня мы будем готовить блинчики для жениха. И мы возвращаемся в старину, берем муку, молоко, Так, масло растительное, так. татарский продукт юмурка Яйцо. и яйцо, и берем зелень. Какая это зелень? Зелень здесь у нас шпинат, немного Манго? ну, зелень, то есть это такая вот буквально В супермаркете? любая зелень, которая есть. Даже Зеленая. в принципе можно весной сныть, собрать, и будет И замечательно. что с этим всем делать? Вот молоко, И мы потом яйца. берем зелень, добавляем яйцо, перетираем до состояния пюре, Как? Чем? блендер, Ясно, ну понятно. поменьше можно блендер взять. Добавляем все ингредиенты, сахар, соль и получаем вот такое тесто. Совсем жидкое, как коктейль. Его так Да, выпить вот оно можно? такое тесто жиденькое. Интересно. Все ингредиенты понятны, да? Берем сковородочку, включаем. её. Включаем. Режим жаркий. Да. 185 градусов достаточно. Да. Нам необходимо взять салфеточку. Так как масло уже растительное в самом тесте, нам нужно только протереть поверхность, на которой мы будем выпекать блинчики. Значит, дорогие друзья, за секретом одним поделюсь, чтобы сковородка равномерно прогрелась, чтобы потом на ней можно было печь в любой ее части. В центре она сейчас будет горячее, а то по краям похолоднее. Накрыли крышкой, подождали 2-3 минуты, сковородка вся равномерно прогрета. Замечательно. Соответственно, блинчики для жениха, они готовятся маленькие по размеру. А что, жених женил? Какой-то Жених малокалиберный, что ли? Малокалиберный. То есть у нас у татар есть очень много блюд, связанных с женихом. Это и пельмени для жениха, и перемяч для жениха. Они все маленького размера были. Мало. То есть блинчики были маленькие, потому что семья жила порознь, молодой муж периодически посещал молодую жену, она продолжала жить у своих родителей. И, соответственно, пищевое поведение постепенно формировалось. Он приходил в гости, молодая жена училась есть то, что он готовит, а он учился есть то, что она готовит. В разных семьях готовят по-разному. Да. И чтобы у них сформировался какой-то общий вкус к общей еде, этому давали время, да? Понятно. Вот и в это время, как раз в течение года, формировалось вот это пищевое поведение мужчины и основа благополучия семьи. А он забирал ее только уже тогда, когда она уже становилась матерью. И за это время формировалось ее пищевое поведение. Пищевое поведение, когда он уже ел то, что она умеет готовить, она подстраивалась то, что он ест. Вот таким образом семья у нас и татарская семья формировалась. Вот эти маленькие блинчики как раз именно показывало, насколько мастерство ее как хозяйки формируется. Она вот. Ну вот я родитель, ты родитель, у нас дочки есть, да? Если бы я выбирал своей дочке жениха, я бы посмотрел, как он кушает. Хорошо кушает, отдай. Сколько мне довелось встретиться с очень талантливыми, с очень известными людьми, все хорошие люди, все по-настоящему талантливые люди кушают так, что на них приятно посмотреть. И почему-то остаются при этом стройными. Да, вот смотрите, блинчики мы уже переворачиваем, она у нас сковородочка правильно разогрелась, видите, очень быстро все печется. Соответственно, любые блинчики выдаются с какой-то начинкой. Мы сегодня приготовим рецепт, который, я так считаю, восстановил. Мы приготовим джем из базилика
Вот у нас базилик фиолетовый, то, что рос на подоконнике у татар. Соответственно, есть лимон, и в качестве консерванта мы берем сахар. Рецепт Не понимаю, открываем. это что, джем? Джем из базилика. Я думал, ты смородины какой-нибудь еще. Вот, джем из базилика. Вот в таком виде он появляется. Это Джем один из... душистые васильки. Да, то есть на Руси не было названия базилика, и его называли душистые васильки. У татара назывался хушисле улян. О, фантастика, как он пахнет. Снимаешь? Все, вот. Ну, поэтому и вот эти маленькие блинчики, и маленькие пельмешки, и перемячки, и в достаточно большом количестве пеклось, но показывали мастерство хозяйки. То есть, когда вот это маленькое, оно показывает трудолюбие. И Смотрите. еще он же такие блинчики будет подольше кушать. Конечно, подольше останется да, рядом. Подольше, да, рядом. То есть, и накормили его вкусненько, и Изготовление микроскопических блинчиков, очень маленьких пельменей. Характерно для очень многих тюркских кухонь. Это показывает, что очень много работы затрачено. И Для уважаемых гостей является- смотри, как мы тебя любим. да, да. У татар есть очень хороший кисломолочный напиток, катык называется. Без него татары не садятся не кушать, ничего. Но есть очень уникальный момент, когда мы катык процеживаем и делаем из него сюзьму. От слова сюзеря процедить. Ставим процеживать катык, через некоторое время лишняя влага уйдет, и мы получим вот такого состояния сюзьму. Так, ну и мы на этом тоже не остановимся, да? То есть начинка должна быть еще и более-менее сытной. Мы сейчас возьмем творог, порубим туда грецкие орехи. И для остроты все-таки мужчина должен чувствовать себя бодрым. Добавим немного аджики. Ну, это уже мое дополнение. Я согласен с современными добавками. Почему? Потому что меняется кухня, у нас появляются какие-то новые продукты. Мы взаимодействуем с другими народами. И наша кухня обогащается в результате. Конечно. Любая кухня развивается за счет дружеского, братского обмена с другими народами. Хотел бы обратить ваше внимание вот на что. При выпекании смазывается растительным маслом, относительно недорогим. Да. Но потом каждый блинчик пропитывается топленым маслом. И блинчик в итоге несет вот этот замечательный волшебный вкус именно топленого масла. Итого, сюзьма, творог, Вот мы аджика. творог, да, смотрите, вот мы творог взяли. Мы тут для вкуса, значит, добавляем аджики. Ну, тут аджика опять может быть больше, может быть меньше, в зависимости от ваших, так сказать, пищевых пристрастий. Перемешиваем все это дело. Вот мы берем орехи. И вот мы сейчас так аккуратненько, смотрите, раз. А я пока переверну блинчики. Можно, в принципе, и порубить, но здесь более красивый, насыщенный будет аромат, который полностью разойдется в твороге. Снимаю? Да. Снимаем. А можно сразу по 3 блинчика брать и в рот? Ну, я вот очень хочу, то есть Карл Фукс обычно говорит, что татары очень гостеприимный народ. Так вот, недавно, значит, 1100-летие ислама, принятия Булгры знаменовалось. И там очень интересная история про хана Аль-Муша, который гостеприимство, то есть умение встречать гостей. Он за 3 дня до делегации, пока приехал к нему в Булгар, отправил навстречу своего брата и своих сыновей. Они поставили ханские шатры, накрыли столы за 3 дня до приезда туда, на границу уже, и кормили этих гостей. И там очень интересная фраза звучит. Они разрешили гостям понравившиеся блюда взять с собой. Слово «куштанеш», можно сказать, 1100 лет назад уже была традиция. У меня один раз в гостях был один голливудский артист. Известный голливудский артист, хороший человек. Он все поел, потом говорит: Сталик, а у тебя вот там баранина была, осталась еще? Я говорю: да, осталась. А вот там рыба была, осталась, утка была, осталась, тоже положи мне сам. Я говорю: что, плов тоже положить? Он говорит: да. И плов тоже. А ты как в этом 5-звездочном отеле кормишь, что попало. Ты как гостеприимный хозяин татарин, то есть соблюдая традиции, все положено, да ведь? Ну скажи, правильно я Ну, говорю? или нет? замечательно. Прям вот радуюсь душой, что
К нам приехал в гости в Татарстан, в Казань, такой человек, который знает... Забудь, дорогой мой, что я в гости приехал. Все, Все уже... я уже... Гость бывает 3 дня, а я уже здесь год. Сразу, простите, да, может кто-то, у кого-то претензии возникнут, почему разговариваете на «ты», вы мало знакомы друг с другом. Мы как увидели друг друга, вот с машины вышел Ренат, мы обнялись. Потому что до этого поговорили по телефону немножко, да, и поняли, что, ну, собственно говоря, родственные души. Ровесники мы. Пахнет вкусно. Знаете, как пахнет? Вот это вот зеленая нотка свежести. Ну, еще, можно стоит попробовать, конечно, как там эти блины получатся. У других людей первый блин комом, а ты вот по-татарски сделал последний блин комом. Тут родом бетенесен, да. Ничего, сами сидим, попробуем. Да. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталих Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталих Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вот такая история блинная у татар. Хорошо, джем, что еще? Джем мы помешали уже. Вот у нас есть просто. Мы его сейчас смешаем еще с аджикой. Просто у нас уже с базиликом. Просто базилика есть, у нас есть это самое. И вот это все кушается. То есть это берется чайной ложечкой, вот так вот положил, вот раз, свернул, да, и такой раз пакетик, блинчик, да, и в рот? И в рот, да. Ну и потом, вот не зря, наверное, здесь вот это длинное полотенце, да? Зачем оно? Так вот, при помощи этого полотенца учится правильно вести себя за столом. То есть не вот такая маленькая салфеточка, как привыкли, да, мы, она длинная, садится 10 человек, и вот эта длинная такая садится, и пока все сидят, кушают, ты не можешь встать, потому что ты посередке стоишь. Если у тебя была вот такая маленькая салфетка, встал и вышел за стола, тебе не нравится. А ты должен соблюдать правила, потому что ты, хочу встать, я не могу, я должен соблюдать правила поведения за столом. И это воспитывает нас. Да я вот... Да, давай, начнем. Ложки чайной нет. Ну, что ж теперь, салфетку щельте, да?
Я без салфетки, что, Ну, руки чистые у меня. Не, ну так. По-мусульмански мусульмане кушают руками. Тем более такие чудесные блинчики. Сейчас я так вот его заверну, съем и вам скажу всю правду. Ну это кушается первый раз, да? Первый раз. Первый раз. Что, желание загадать, что ли? Нет, ну естественно же. Пусть у меня и у Рената будет побольше внуков. Ладно, Чтобы побольше свадьбы у нас были в домах наших. Чтобы аминь. звали друг друга на свадьбы. Чтобы соседи наши, глядя на нас, улыбались, и мы, глядя на соседей, чтобы тоже улыбались. Да? Аминь. Желаю вас. Бисмиллахи. Надо показать, надо обязательно показать, как готовится этот базиликовый джем. С блинчиком, а можно я Да, вот сначала, наверное, как всё-таки да. спичечная головка вот так Да, вот вот так, немножко раз, возьму? Кто тебе это научил? Ну это мой рецепт. Прям Авторский прям рецепт? авторский рецепт, да. То есть я изучаю книги. Дай Аллах тебе здоровья, чтобы у тебя были силы прославиться этим джемом. Ребята, будете в Казани, ищите, где купить джем дяди Рената. Сходите к нему на мастер-класс. Да, у меня есть свой мастер-класс по Ну, татарской скажи, где? кухне. Да. Чего стесняешься? У меня есть такой своеобразный татарский семейный кулинарный мастер-класс, где мы готовим старинный татарский суп-мащ, готовим учпучмак. Вот это такой мастер-класс, он как раз семейный, потому что для детей есть возможность испечь блинчики, для молодой жены попробовать, как можно приготовить учпучмак или енда, почему у учпучмака 3 угла. И, соответственно, суп-умащ – это самый легкий суп, который был у татар. То есть есть слово «такмащ», а есть слово «умащ». И в деревнях его очень часто едят. Дорогие друзья, закончена экспедиция длиной практически в год. Мы со съемочной группой провели в Татарстане в общей сложности, наверное, около 2 месяцев. Хочу поздравить и вас, и нас, и всю съемочную группу, и всех, кто принимал в этом деле, непростом деле участие, с завершением этого огромного труда. И хочется вот пожелать вот тем, кто сидят в этой камере, дорогие друзья, Ашла Ревес, там не был сын.